Первая партия саженцев на месте. Прибыла наша бригада. Делегация, конечно, не маленькая. Я, получается, был в Лос-Анджелесе, встретился с их владельцами этой компании Harmony Group. Это самая крупная компания, одна из самых крупных компаний в мире по чесноку. Я хочу создать тоже агропарк для чесночного направления. Но оно все будет перемешиваться с ягодным направлением, потому что чеснок хороший продукт для замещения клубники. Надо отрезать 30% Корней, да? да, Ага. корневой системы и вот так вот плотно. Первые саженцы, которые обретают дом в кыргызской земле. За моей спиной сейчас работает 20 человек. Вот. Работа по высадке саженцев у нас наконец началась. Сейчас параллельно они вышли на 8 рядов. Вот. Те коробки, которые мы привезли, первая партия, по плану они должны их высадить за 2 дня. Вот самое удивительное, знаете что? Вот у нас, я вот до сих пор понять не могу, и у американцев не нашел ответ, то есть они не смогли ответить. У нас в прошлом году вот такие вот ситуации были. Когда рабочие вот так вот сажают, они не режут корни. Как нужно резать, да? Вот хватаешь за шею и резко продавливаешь. В прошлом году турецкие саженцы начали умирать именно когда вот наступало плодоношение. Когда мы вот так вот просто вытаскивали, смотреть корни, в чем дело. У них корни были вот такие вот согнутые. Согнутые. Корни росли вверх, а вниз они не могли прорасти, и они не выдерживали вот эту нагрузку ягоду, и они там, умирали, да? А мексиканцы в Америке, они вот так вот просто втыкаются. Корни там, как они там согнуты, не согнуты, они вот так вот даже руками. И все равно у них растет, а у нас не пошло, растет, да? А у нас нет. Парадокс. Первый ряд первой карты завершен. Девочки-ударницы просто вырвались вперед. И вот только теперь на 4-м ряду следующая пара подходит к финишу. Они будут обладатели 2-го места по скорости. Земля у нас увлажненная, да? Мы ее пропитали. Но после высадки мы же сразу начинаем запускать полив, надо их как-то... Да, сразу надо полить. Поливаешь, да? Поливать, и надо будет от влажности почвы смотреть. Если будет такая же солнечная погода, жарко, то каждое утро надо будет поливать. Даже каждое утро? Каждое утро, да. Именно утром надо будет поливать. Не вечером, а утром. У нас же вода со скважины, вода холодная, и растения, они стрессуют от холодной воды. Когда вот температура
атмосферы и температура воды у них есть, когда у них большая разница в температуре, да, они стрессуют. То есть, если, допустим, днем 30-35 градусов и вода где-то 25 градусов температуры, то, в принципе, и днем можно поливать. А вот именно вот из-за большой разницы они очень сильно стрессуют. Когда нужно смотреть на то, как приживается или не приживается она? Через неделю где-то, через неделю, там, максимум 8-9 дней. История началась с того, что я, получается, был в Лос-Анджелесе, встретился с их владельцами этой компании Harmony Group. Это самая крупная компания, одна из самых крупных компаний в мире по чесноку. Вот, по их словам, их оборот достигает там, $2 миллиарда вот, в продажах. Но они очень фокусированы только на чесноке. 36 лет они занимаются только чесноком. У них есть 6 заводов в Китае. Они инвестируют не только в непосредственно само чесночное направление, но и вот мне сейчас директор этой компании сказал, что они инвестируют в компании, которые производят разное оборудование, роботов, то есть, потому что, говорит, глобальная чесночная индустрия, она не такая большая, как там, например, кукурузы, риса там, и так далее. Поэтому многие компании, которые занимаются производством оборудования, не заинтересованы создавать продукт для такой маленькой индустрии. Рядом с вами сидит Фрэнк, это основатель компании, основатель компании Harmony Group и вся вот его команда. We are plan to investment in a country, industrial, from growing to storage to processing to export to American market, maybe even more other place. Сейчас они уже начали работу в Узбекистане. Теперь они вот хотят, по моему приглашению, они сейчас здесь находятся в Кыргызстане и вот прорабатывают вопрос больших инвестиций сюда, открытие там производства чеснока, то есть это работа с нашими фермерами, обучение там технологий выращивания, улучшить стандарты, но ключевым также являются процессы послеуборочные, то есть после уборки надо это все правильно переработать, правильно упаковать и правильно экспортировать из нашей страны. Поэтому они как бы искали хороших партнеров, которые могут закрыть вопрос по очень качественной упаковке. Он сказал, что когда они достигнут уже определенных своих показателей, как бы после начала их инвестиций здесь, они рассчитывают, что где-то порядка 2 миллионов коробок они готовы будут отсюда закупать. Мне удалось организовать им достаточно много встреч, то есть мы встречались и с нашим правительством на очень высоком уровне, на уровне министра сельскохозяйственного, на уровне вице-премьер-министра, как бы, и туда были приглашены на эту встречу все основные государственные ведомства, которые уполномочены там, помочь в экспорте, да? То есть наша задача их, чтобы они сюда пришли, здесь работали, инвестировали и вывозили наш чеснок далеко за рубеж. Были организованы встречи с крупными предпринимателями, да, например, Чингизом Алкановым по логистическим вопросам, по хранению, по холодильникам и так далее. Я им также показал нашу концепцию агропарка. Да? Я хочу как бы создать тоже агропарк для чесночного направления. Но оно все будет перемешиваться с ягодным направлением, потому что чеснок хороший продукт для замещения клубники. После клубники мы можем посадить чеснок, после чеснока мы брокколи, потом обратно можно цикл замкнуть: клубника, чеснок, брокколи. Поэтому, то есть сейчас на очереди после клубники будет чеснок, поэтому я выстраиваю работу по чесноку, потом придется найти лучших в мире по брокколи. Вот мы работаем с лучшими, да? Лучшие в мире по клубнике — это Калифорния, лучшие в мире по чесноку — это Китай.
Вот следующее потом на очереди будет брокколи. Я пока не знаю, куда нам. Возможно, в Европу придется ехать. Вот на СЭС мы почему приехали? На СЭС это, то есть тут тоже, оказывается, есть там граждане Китая, которые уже инвестировали, и, насколько я понимаю, для них важно получить фидбэк тоже, вот как китайские граждане работают здесь и какие там, нет ли никаких проблем, подводных камней, да, там, и так далее. Поэтому, ну, я думаю, что вот, он озвучил одну из самых больших проблем, это нестабильность рабочих сил. Да, то есть, поэтому то, что они вынуждены теперь уже приглашать там бангладешцев, пакистанцев, шри-ланкийцев, и потому что вот, с местным населением им тяжелее работать, да, то есть, ну, это такой фактор, но это и есть, так и есть. То есть они уезжают завтра, но обещают вернуться и, скорее всего, в ближайшее время, да, я так поняла? Они уже запустили процесс по регистрации компаний. Вот, сегодня же как раз мы присутствовали, И да? вот нотариально это все вот уже выписали доверенность, теперь они будут работать в этом направлении. Ну, все впереди. Знаешь, я раньше предвосхищался, там вот уже заранее говорил о том, что вот намерение было, а потом жизнь показала, надо радоваться тогда, когда есть уже результат.